Колеса ровера Curiosity были спроектированы так, чтобы работать даже со значительными повреждениями. Но замеченная в 2013 году скорость их возникновения стала неожиданностью и вызвала опасения относительно ожидаемого срока службы колес. Управляющая миссией лаборатории реактивного движения при Калифорнийском технологическом институте предприняла ряд мер, чтобы замедлить процесс разрушения колес, а также провело исследование возможности сброса ненесущей части колеса при его значительном повреждении. 6 августа 2012 года ровер Curiosity спустился на Марс и начал основную фазу миссии. Но уже на Сол-490 22 декабря 2013 года изображения показали неожиданно высокий уровень повреждения колес. К тому моменту ровер прошел всего 4,5 километра. Команда миссии начала пристально изучать вопрос, а также разработала массивное обновление программного обеспечения, в дальнейшем загруженное на ровер и помогающее ему в безопасном автономном вождении, начиная с апреля 2017 года. Исследования, проведенные на земном полигоне, показали, что колесо повреждается, когда заостренный камень контактирует с поверхностью между двумя соседними грунтозацепами. Сначала создаются проколы или трещины в обшивке колеса, которая сделана из алюминия и имеет толщину в 0,75 мм. Со временем дополнительный контакт с камнями заставляет проколы превращаться в трещины, а трещины распространяются по обшивке. Каждое колесо содержит кольцо жесткости, расположенное на внутренней части колеса, в 2/3 ширины колеса от его внутреннего края. Привод колеса прикреплен к кольцу жесткости через изогнутые спицы. Кольцо жесткости также обеспечивает поддержку 19 зигзагообразных элементов, называемых грунтозацепами, и проложенными между внутренним и внешним краем каждого колеса. Текущие повреждения каждого колеса оцениваются примерно через каждые 500 метров пройденного расстояния. Анализ изображений колес Curiosity привел к выводам, что грунтозацеп находится под риском разрушения при средней длине трещин на смежных участках обшивки колеса, превышающей 50% ширины колеса. Трещины на внешней трети части колеса не ведут к поломкам грунтозацепов и не включаются в расчеты совокупного ущерба. Грунтозацепы ломаются почти всегда на внутреннем крае кольца жесткости. 3 сломанных грунтозацепа на одном колесе будет означать, что колесо достигло 60% расхода собственного ресурса. В 2013 году, по данным, полученным на испытаниях, был составлен прогноз, что к концу октября 2016 года ровер пройдет около 16 километров, и одно из колес потеряет 3 грунтозацепа. Первые 2 слома грунтозацепов были обнаружены при осмотре ровера на 1641 Сол-миссии, ровно на 16-километровой отметке пробега. Оба эти грунтозацепа были на левом среднем колесе ровера. С тех пор был идентифицирован только один дополнительный разрыв грунтозацепа на правом среднем колесе, на Сол-2407. Составленный план износа колес также предсказывал, что на конец 2020 года все 19 грунтозацепов на одном из колес Curiosity могут сломаться. Обновленные прогнозы, сделанные в конце 2019 года, предполагали, по самым консервативным оценкам, что 19 грунтозацепов на одном колесе сломаются в 2024 году. Чтобы снизить риски повреждения электрического кабеля, ведущего к приводу колеса, незакрепленная часть колеса может быть отброшена. Это может быть исполнено выполнением ряда маневров на выступающем до 15 см от поверхности остром камне. Сброс части колеса удаляет внутренние 2/3 поверхности колеса, секции грунтозацепов и обшивки, оставляя неповрежденной наружную треть колеса с кольцом жесткости и неповрежденную секцию одометра. В первые 2 месяца 2018 года проводились испытания копии ходовой части ровера для оценки ее мобильности при движении на ободах колес по сравнению с комплектом из 6 полных колес.
Рассматривались сценарии движения высокого риска, движение по склонам, через песок, активность в неподвижном состоянии ровера. Было определено, что движение на ободах колес существенно не ухудшает производительность и не требует существенных изменений в методах эксплуатации.